Здравствуйте. Приехал ко мне вот такой вот детектор металла, детектор дерева и детектор в стенах проводов под напряжением от фирмы Fnirsi. И я уже 2 дня лажу с этим прибором по стенам и по потолку. И хочу показать вам, что он может, зачем он может пригодиться, что он не может и какие у него возможности. Ну, такая вот коробка. Fnirsi обычно делает неплохую упаковку. И что здесь ценного? На коробке есть параметры, которые заявляет Fnirsi. Здесь по-китайски и здесь есть немножко по-английски. То есть 120 миллиметров это он может обнаружить черный металл без, то есть не в стене, это максимальная дистанция обнаружения. 100 миллиметров это не магнитные металлы, то есть медь, алюминий и так далее. Это я тоже буду проверять провода под напряжением 50 миллиметров, то есть 5 сантиметров он обнаруживает. Так, отдельный провод, отдельный медный провод с сечением больше чем 4 квадрата, то есть без напряжения. 40 миллиметров он обнаруживает, ну это скорее всего без учета материала стены. Так, неоднородности в стене, бруски дерева и так далее 20 миллиметров в точном режиме или 38 миллиметров в глубоком режиме, и что-то еще там, какие-то параметры написаны. Ну, в общем-то, по сути, все это я буду показывать. Так, что приходит в этой коробочке? Прошлая коробочка с паяльником открывалась поинтереснее. Здесь сам прибор вот в таком вот мешочке, и там еще внизу тоже лежит то, что возможно вам пригодится. То есть инструкция, к сожалению, на китайском и на английском. Инструкции на русском нет, но видео, которое я запишу, фактически будет инструкцией, потому что нюансов по этому прибору много. Вот такой вот неплохой чехол для этого прибора. Здесь есть шлейка для того, чтобы повесить на ремень или куда-то повесить на крючок. И чехол, в принципе, с боковыми резинками и может даже пригодиться для вашего телефона, если он дюймов на 5. То есть возьмем Redmi Note 4A старенький, и он вполне в этот чехол залетает. В этот чехол входит не только телефон, но входит и этот металлоискатель. Чехол плотный, чехол сделанный не из тряпки, из, наверное, какой-то кордуры, из плотной ткани. И я думаю, что хорошо защитит вас прибор, если прибор будет лежать где-то в сумке с инструментом, с отвертками и так далее. Ну и включим прибор, посмотрим, что у него на экране, как он выглядит. Здесь внизу одна кнопка включения и гнездо зарядки Type-C. Вверху ничего нет. Здесь его параметры, что он заряжается от 5 вольт, зарядка 300 мА и аккумулятор 300 мАч. Ну, я не знаю, насколько там аккумулятор, но хотя заявлено 2 часа время работы, пока я лазил с этим металлоискателем, я разряжал его часов 6, наверное, и то он до конца не разрядился, я его кинул на зарядку. Работает он реально долго. И здесь наклеены 2 таких ворсистых кусочка ткани, чтобы если вы где-то ищете проводку или металл в окрашенных стенах, стены, которые могут поцарапаться, чтобы не оставалось следов, то наклеена вот такая вот бархатистая ткань, которая позволяет не повреждать стены или потолок. Так, включаем прибор, и здесь на экране видно уровень заряда аккумулятора. Это 3 уровня, и плюс последний, это еще будет пустая батарейка. То есть, когда пустая батарейка, он работает еще около часа. Это уровень, насколько близко металл. Здесь показывается аналоговая шкала плюс в процентах. Внизу вот эта шкала показывает центр, то есть она показывает более точно, чем эта шкала. Расстояние до объекта показывает в сантиметрах. Так, здесь показывает этот режим поиска металла. Вот включается этой же кнопкой. Показывает то, что металл не магнитный.
Так, ну в принципе здесь еще есть символы калибровки и есть здесь всплывает символ молнии. Вот в принципе и все, что мы можем видеть на экране. На экране есть пленочка. Я не знаю, наверное, если будет использоваться в жестких условиях стройки и ремонта, то эту пленку, наверное, снимать поначалу не стоит. Ну и на экране есть подсветка. Подсветка это классно, потому что не всегда, когда электрик работает с электричеством, не всегда есть свет. И подсветка не выключается. Так, еще есть сигнал, звуковой сигнал. Его можно выключить двумя кнопками. Вот он включен. Если он вам надоел, он просто выключается удержанием двух кнопок. И этот режим сохраняется, и вам не нужно будет каждый раз при включении металлоискателя заново выключать пищание, если оно вам надоело. И еще здесь есть три символа, три таких сектора. Зеленый, оранжевый и красный. Они показывают близость металла, во-первых, как и эта шкала. А во-вторых, при зарядке они тоже показывают красный, потом показывается оранжевый и потом показывается зеленый, когда полностью заряженный. То есть сделано так довольно интересно. Ну, я думаю, первый и самый востребованная функция это поиск электрики. Так что я переставляю штатив ближе к стене и покажу, как искать электрику и какие есть нюансы. Как искать провода под напряжением. Вот типичная ситуация. Два выключателя и один из них проходной. Сюда вниз уходит лестница. Там внизу второй проходной выключатель. И непонятно, как электрики положили провод. Или они положили его вверх до коробки, а потом подключили его с проходным в коробке. Или же они погнали его прямо вниз. Итак, берем прибор, включаем одним нажатием, он включается в режиме поиска металла и переключаюсь в режим поиска проводов, режим поиска электрики. И просто прикладываю к стене и начинаю искать. Во-первых, здесь шкала сразу прыгает на 100%, во-вторых, он пищит. Чтобы он не пищал, можно зажать две кнопки и это пищание выключается. Это положение сохраняется и каждый раз выключать пищание не нужно. И во-вторых, для того, чтобы он не пищал на стене, можно его откалибровать. То есть вы его подносите к тому месту, где вы считаете нет проводов. Шкала прыгает, вот она, до 100%. И зажать кнопку с молнией. Загорелся зеленый символ и прибор принял это электрическое поле как нулевое, то есть он считает это 0. Прибор загрубился и теперь можно дальше искать провода. Вот, допустим, я прохожу. Вот он показывает здесь, шкала немного растет. Вот здесь он показывает до 100%. И так как область, где он показывает 100%, довольно широкая, можно загрубиться еще. То есть можно пройти, отметить в отверстие начала, где он увидел 100%, и конец. У вас будет две метки, и где-то между этими метками будет провод. Можно же дойти до 100%, когда уже не видно, шкала заходит за край, и еще раз откалиброваться. То есть нажать еще раз на молнию, шкала упадет в 0. И дальше можно идти, и уже видно, где шкала растет. То есть здесь шкала. То есть можно обнаружить максимальное значение шкалы. Вот видно 30-40%. Так, немножко приближу, чтобы вам было видно. И второй нюанс. Если включаем свет, включаем нагрузку на эти провода, то провода ищутся лучше. Сканер видит провода лучше под нагрузкой. То есть, если вы не можете найти провода, большая глубина залегания, можно либо включить нагрузку в эту розетку, включить нагрузку в эту группу, в эти провода, либо включить свет. Вот я выключаю свет, и шкала уменьшается. И еще есть один нюанс, то что важно, положение тела. То есть сейчас я держу металлоискатель одной рукой,
и шкала где-то 70-76. Если я сюда добавляю вторую руку, то шкала падает в 0. То есть положением второй руки можно регулировать чувствительность. Так что если вы работаете, ищете провода или металл, лучше его держать одной рукой, так чувствительность максимальная. Если у вас пищит и вы не хотите его калибровать, вы можете положить вторую руку и чувствительность уменьшится. Вот, я ложу руку не так близко и чувствительность упала, шкала показывает 20. Можно искать дальше. Это простой способ уменьшения чувствительности. Если хотите максимум, то нужно откалибровать его в воздухе, когда он далеко от электричества, нажать и подержать, и искать одной рукой. Аналогично для второго выключателя. Второй выключатель проходной, тоже подношу к стене, показывает, ну, вот он показывает 100%, 100% он показывает в довольно широкой области. Можно отметить в отверстие начало области 100% и конец области, или где он начинает пищать и заканчивает пищать. У вас получится две метки, и где-то между этими двумя метками находится провод. И дальше так проходить по всей трассе предполагаемого, где проходит провод. Ну, вы будете видеть, он идет выше или ниже по этим меткам, куда он уходит. Или можно дойти до 100%, нажать кнопку, он откалибруется, то есть он загрубится, и уже шкала не будет прыгать на 100%, и вы будете точно видеть положение провода. Вот, допустим, если я прижму еще посильнее немножко, шкала не доходит до 100%, положение 70-77% примерно вот здесь. То есть здесь находится центр провода, и можно ставить метку. И так дальше на этой чувствительности можно идти. Видимо, здесь провод идет ближе, можно еще калибрануться. И дальше вот так можно идти и искать провод. Вот такой принцип поиска проводов. Так, ну и увидит ли он металл. В режиме поиска металла он показывает, что здесь электричество, показывает молнию. И даже показывает здесь металл. Но все же электричество лучше искать в режиме поиска электричества. Второй режим – это режим поиска металлов. Зачем он используется? Если вы, допустим, хотите проштробить стену, вы пилите стену штроборезом или пилите стену болгаркой, или хотите просверлить стену, то в стене панельных домов или в стене монолита могут быть трубы, которые идут к батареям отопления, или там могут быть батареи. И это очень плохо, если вы просверлите или пропилите батарею, то квартиру зальет отоплением, если там есть вода. И поэтому раньше, когда я работал электриком, то я всегда старался в монолитных домах, в панельных домах сканировать стену, чтобы определить, нет ли там металла, нет ли там труб отопления, нет ли там батарей. Вот. Часто меня сканер выручал, во-первых. Ну и во-вторых, просто проверить, есть ли там арматура, потому что сверлить арматуру, резать арматуру — это плохо для сверла, ломаются кончики сверел, это плохо для дисков. Ну и в монолите арматуру резать вообще нельзя, желательно ее обходить, потому что это уменьшает прочность конструкции. Так, этот режим поиска металла включается сразу, изначально он первый по списку. И попробуем что-нибудь искать. Заявлено до 120 мм для черного металла и до 100 мм при поиске не магнитных металлов. Я показываю в воздухе, то есть это будет максимальная чувствительность. Если будет стена из кирпича, чувствительность будет уменьшаться. Если стена будет из бетона, тем более армирована, то чувствительность будет еще уменьшаться, естественно. Чем более плотный материал стены, то есть бетон, монолит, плитка, будет уменьшать чувствительность, но там уже придется ориентироваться на самые малые проценты на этой шкале. И если она немножко начинает увеличиваться, если где-то неоднородность, металлическая неоднородность в стене, нужно уже сверлить или пилить с осторожностью и смотреть за тем, какая летит искра. Так, смотрим.
Это металлическая труба, оцинкованная, магнитная, диаметр, по-моему, у нее 22. Расстояние показывает 11 сантиметров. Здесь показывает символ магнитика, то, что труба магнитится. Ну и растет шкала. Здесь мигает красный сектор. Если бы была включена пищалка, она бы сейчас пищала. И показывает даже какую-то молнию. Ну тут вообще везде электричество. Возможно, он фонит от телефона. Ну, приближаем, соответственно, он показывает уменьшение расстояния. И здесь внизу появляется шкала. Когда эта труба появляется над центром, то загорается центр. Как они это сделали, я не знаю. Но, тем не менее, она загорается. Видите, здесь шкала 100%. Но я убрал трубу от центра, и шкала центр не горит. Как-то они это сделали, что загорается, когда труба возле отверстия. И в отверстие можно разметить, где, возможно, находится металл. Ну и, как обычно, можно загрубить прибор, если чувствительность слишком большая. Если у вас звенит вся стена, можно нажать кнопку, подержать. Вот, загорелся зеленый сектор, прибор загрубился, и можно уже с меньшей чувствительностью дальше работать. Так, чтобы вернуть максимальную чувствительность, я откалибрую его в воздухе, вдали от металла. Подержу несколько секунд. Так, загорелся зеленый. И берем, допустим, труба алюминиевая, тонкостерная, диаметр, по-моему, 20 миллиметров. Вот он ее определяет. Расстояние показывает 6 сантиметров. Ну, тоже похоже. И здесь показывает то, что материал не магнитный. То есть здесь показывает зачеркнутый магнит. Алюминий не магнитный материал. И возьмем вот такой вот медный пруток. Допустим, у вас где-то провода в стене, толстые провода, алюминиевые или медные. Он тоже определяет без напряжения в режиме поиска просто металла. Вот он определяет их, но он здесь не пишет. Знак магнита не загорается. То есть не магнит обычный, не магнит зачеркнутый. На медь он не появляется. Тоже показывает значок центр, и тоже растет шкала. Также можно откалиброваться. И еще один есть нюанс. Если вы работаете, если у вас есть кольца, перстни, то они могут мешать работе. То есть вы, допустим, взяли прибор, и у вас растет шкала, и что-то у вас прыгает, и вы не понимаете, что за помеха, а он реагирует на ваше кольцо. Или нужно снять кольцо, или одеть его на другую руку, но оно не должно попадать вот сюда, потому что на золотые серебряные кольца он тоже реагирует. И здесь он не показывает значок не зачеркнутый магнита, вообще никакого значка не показывает, точно так же, как на меди. То есть медь, золото и, возможно, серебро, он этот значок не показывает. На алюминии показывает не магнитный материал, зачеркнутый магнит. На стали и магнитных материалах он показывает магнит не зачеркнутый. Вот такие нюансы. Ну, в стене, естественно, дистанция обнаружения будет меньше, но это лучше, чем ничего. Ну и третий, последний режим этого сканера — это поиск деревянных брусков, поиск металлических брусков, поиск, в общем-то, каких-то неоднородностей за стеной, за перегородкой. Зачем он нужен? Допустим, у вас есть стена из гипсокартона, и вы хотите повесить на эту стену какую-то полку, или у вас есть потолок из гипсокартона, и нужно закрепить туда светодиодные ленты или закрепить тяжелые светильники. И, естественно, гипсокартон крепиться сложно, нужны специальные бабочки и прочие пляски с бубном. Проще всего найти направляющие, в которые крепился гипсокартон, и таким прибором они отлично находятся. Или, может быть, у вас стена из фанеры, или из ДВП, или из чего-то тонкого, и вы хотите найти за ней деревянные бруски, на которые все это крепится. Прибор включается в этот режим нажатием на вот этот символ бруска. Там есть два режима. Вот этот режим Exact — это точный режим, то есть он менее чувствительный, но он находит лучше центр. Если подержать кнопку и нажать, он переходит в глубокий режим, когда ищет глубже. У него чувствительность больше. Так, допустим, поставим простой режим Exact. Когда прибор, допустим, ложится на поверхность,
то он пишет калибровка ОК. То есть он каждый раз перекалибруется. Если вам не нравится, он начинает фонить или что-то, шкала увеличенная стоит на, как вы считаете, на стене, за которой ничего нет, можно нажать один раз кнопку, и он еще раз откалибруется. Итак, здесь стол, у него ДСП диаметром 18 мм, и вот такой брусочек, наверное, 50 на 50. И вот этот брусочек я провожу. Вот растет шкала. Вот он реагирует на этот брусок. Вот. Сейчас видно, что шкала растет слева. Брусок приближается слева, и шкала движется слева и справа. То есть только в этом режиме обнаружения неоднородностей есть определение шкалы, где неоднородность, справа или слева. В остальных режимах такого нет. Так, попробуем режим. Так, переключился в глубокий, нажимаю кнопку, калибранулся. Вот я подношу, пищит на центр, и видно, что брусок идет слева направо. Аналогично реагирует на металл, то есть вот беру металлическую линейку, линейка приближается справа и уходит налево. Аналогично реагирует на немагнитные металлы, то есть алюминий, то есть какие-то профили для крепления гипсокартона, деревянные бруски для крепления фанеры ДВП найти не проблема. Что в итоге можно сказать по этому прибору? Мне есть с чем сравнить. Я когда-то работал с вот таким вот простым прибором. И для сравнения, вот этот прибор весит, по-моему, вот, около 90 грамм. То есть он легкий. Вот эта вот штука весит раза в 3 больше. И когда ищешь провод под потолком и махать тем, который полегче, 100-граммовым, гораздо проще и не так устают руки. Во-первых. Во-вторых, у этого есть подсветка, у этого старого подсветки нет. И у этого прибора нужно было для работы постоянно держать кнопку. То есть он работает, ищет, когда кнопка нажата. Здесь же нужно выбрать режим, и он уже ищет. В некоторых режимах есть автоматическая калибровка. Есть выбор для дерева, опять же, двух режимов. Точный и широкий. Вот. И здесь есть аккумулятор, индикация остатка заряда, долгое время работы. Здесь же была батарейка крона, которая иногда бывало садилась в самый неподходящий момент, и уже ничего не сделаешь, потому что батарейка села. Здесь же можно ее просто подзарядить, если есть с собой пауэрбанк. Есть чехол плотный, что тоже как бы неплохо. Вот. Ну и кто-то, возможно, будет говорить, что этот прибор не найдет провода в монолитной или в бетонной стене, потому что она вся в арматуре и вся звенит. Но что этот прибор, что этот, что люди говорили, работали также с фирменными Бошами, дорогими там за 100-200 баксов, все они плохо ищут провода в таких сложных условиях, когда звенит вся стена. Для этого или нужен помощник, то есть если у вас звенит целый кусок стены, непонятно, или это провод, или просто это железо, или это наводка, то какой-то человек может включать и выключать группы, и на приборе вы будете видеть, как меняется уровень обнаружения электричества. Или я, допустим, вешал в щиток блок с пультом на радиоканале и просто смотрел по стене, лазил, и включал и выключал группу и смотрел, в каком месте будет изменение уровня электричества, уровня электрического поля. Ну, для поиска проводов в бетонных стенах и в сложных условиях, где много металла, нужно применять уже приборы другого класса, где есть генератор и приемник, и генератором задавать в провод сигнал и приемником его искать. Вот такие-то, в общем-то, дела. В общем-то, где купить этот прибор? Я покупал его на Алиэкспресс, стоил, по-моему, баксов 30.
Ссылка будет в описании под видео. Если есть вопросы, буду рад ответить в комментариях. Если тема канала была интересна, ставьте лайк, подписывайтесь. С вами был Радиогубитель. До свидания. До скорых встреч.